Археологи во Франции обнаружили уникальную кельтскую могилу, что стало важным открытием для понимания Древней Европы. Кельты — это группа племен, живших с 1200 года до нашей эры, простиравшихся от Пиренейского полуострова до современной Турции, но основными их регионами были территории нынешней Франции, Германии, Британии и соседних стран. Несмотря на отсутствие письменности, их история частично сохранилась благодаря археологическим находкам и упоминаниям в античных источниках. Кельтское общество было организовано по племенным линиям, где каждая группа имела вождей, воинов и жрецов. Общей была их культура — язык, религиозные обряды и искусство с характерными узорами. Торговля играла важную роль. Кельты обменивались товарами с греками, этрусками и римскими колониями, что подтверждается находками предметов из этих культур в их могилах. Кельтские захоронения впечатляют масштабом и богатством. Крупные курганы, или тумулы, возвышаются над землей до сих пор. В могилах часто находят золотые украшения, оружие, керамику и даже колесницы, служившие символом высокого статуса умерших. Известными стали захоронения в Виксе во Франции и Хокдорфе в Германии, где похоронены представители верхушки общества с роскошными ритуальными предметами. Однако ко второй половине V века до нашей эры множество кельтских городов и укреплений было разрушено или заброшено. Это связывают с сокращением торговли в Средиземноморье и внутренними конфликтами между племенами, что привело к упадку кельтской элиты и смене социального строя. Несмотря на это, в Британии после Римской империи были найдены около 65 королевских захоронений, которые, по мнению исследователей, принадлежат потомкам кельтов. Эти захоронения свидетельствуют о сохранении древних традиций и наличии множества небольших царств, особенно на западе и севере острова. Одним из примечательных мест является близлежащая к замку Тинтагел территория, ассоциируемая с легендами о короле Артуре. В 2014 году в небольшом французском городе Лаво археологи обнаружили огромный кельтский курган, внутри которого находился скелет крупного человека с множеством ценных предметов. Среди артефактов — бронзовый котел с изображениями богов и животных, а также глиняный сосуд из Греции с золотыми рисунками. Этот находки подчеркивают, что кельты были частью сложной международной системы обмена и дипломатии. Однако археологи были вынуждены приостановить раскопки, чтобы не повредить очень хрупкие и ценные объекты. Сегодня применение новейших технологий, таких как 3D-сканирование и георадары, позволяет исследовать древние захоронения без риска разрушения, что дает возможность более подробно изучить обычаи, общественный строй и экономику кельтов. Все новые находки постепенно меняют устаревшее представление о кельтах как о диких племенах, показывая их как развитую цивилизацию с сильной социальной структурой и обширными международными связями. Таким образом, кельтский мир был гораздо более сложным и организованным, чем полагали ранее. Эти древние народы не были изолированы, а активно взаимодействовали с соседними культурами, имели развитую экономику, религию и систему власти. Исследования продолжаются, и с каждым новым открытием мы все больше понимаем их историю и вклад в культуру Европы. Вопрос лишь в том, насколько глубоко и осторожно мы готовы копать, чтобы сохранить эту важнейшую часть нашего общего прошлого.